Всем привет, это 12-й урок курса основ программирования на языке C# по платформе .NET. И на данном уроке мы с вами разберем тип bool, а также операторы сравнения и логические операторы. Итак, поехали. Тип bool это, наверное, самый простой из всех фундаментальных типов. Это логический тип, который может принимать только два значения, true или false, то есть истина или ложь. Ну и давайте создадим пару переменных и для начала присвоим им значение напрямую, то есть используя булевые литералы. Пусть у нас переменная no содержит значение false, а переменная yes содержит значение true. Ну, если мы их выведем, то они у нас так и выведутся. Давайте запустим. И вот мы видим в консоли false и true соответственно. Если мы посмотрим на члены типа bool, то мы их здесь увидим совсем мало, в отличие от числовых типов. Вот мы видим строковые константы true string и false string. Они служат для приведения к строке. Их-то мы как раз и видели при выводе в консоли выше. Также видим знакомый нам метод parse, который наоборот служит для преобразования строки в тип bool. Переменную типа bool мы можем получить не только присваивая литералу true или false напрямую. Если мы присвоим переменные выражения сравнения, то мы также получим тип bool. Например, bool a равно 10 больше 5. И в данном случае наша переменная a будет содержать true, потому что 10 действительно больше 5. Но если мы напишем, например, bool b равно 2 равно 3, то в данном случае переменная b уже будет содержать false, так как 2 на самом деле не равно 3. Давайте выведем и проверим. Ввожу в консоль. И видим в консоли true и false соответственно. И тут мы как раз подошли к нашим операторам сравнения. Они на самом деле очень простые и работают без всяких нюансов, так же как и в математике. С некоторыми из них мы даже уже сталкивались на прошлых уроках. И давайте рассмотрим каждый из них подробнее. Первый оператор – это оператор, который проверяет два операнда на равенство. И он обозначается двумя знаками равно. Вот таким образом. А если операнды равны, то он возвращает true, а если не равны, то, соответственно, false. Обратите внимание на различие с оператором присваивания. Оператор присваивания – это единичный знак равно. А для того, чтобы проверить два операнда на равенство, нам нужно использовать именно двойное равно. Ну и давайте попробуем. Я просто выведу в консоль пару выражений. Например, console writeLine 10 равно 10. И console writeLine 7 равно 8. Запускаем, и мы получаем true и false соответственно. Следующий оператор – это оператор, который проверяет два операнда на неравенство. И обозначается он вот таким образом. Восклицательный знак равно. И читается это как не равно. А тут ситуация обратная. Он возвращает true, когда операнды не равны, и false в обратном случае. Я просто скопирую вот эти две строки. Заменю тут оператор с равно на не равно. Запускаем. И теперь мы видим, что у нас сначала вывелось false, а затем true. Далее идут операторы для сравнения порядка значений. Это меньше, больше, меньше равно, больше равно. Здесь все очень просто, так же как и в математике. И давайте выведем несколько значений. Например, 10 больше 8 даст нам true, 8 меньше 8 даст нам false, а 8 меньше или равно 8 даст нам опять true. Давайте проверим, запускаю. И вот мы видим в консоли true, false, true. Ну и где же это применяется? В любом логическом контексте, где нам нужно принять какое-то решение. Мы с вами еще условные конструкции не проходили, но для примера давайте предположим, что нам нужно разрешить какое-то действие, например, возможность голосования, если пользователю больше 18 лет, и запретить, если меньше. Но это могло бы выглядеть вот так. Для этого нам нужна переменная, то есть, которая будет содержать возраст пользователя. Мы ее объявим, age пусть будет 20. И дальше мы пишем if age больше или равно 18, то есть если пользователю больше 18 лет, то мы разрешаем голосование, else, то мы запрещаем, пишем forbid. И в данном случае у нас сейчас переменная age равна 20, то есть у нас выполнится вот эта строка. Давайте проверим, запускаем. И да, мы видим allow voting. Но если мы сменим возраст, например, на 17 и запустим, то теперь у нас уже выведется другой блок кода, который находится в else, и мы видим forbid voting. Условные конструкции мы с вами еще будем подробнее разбирать на одном из следующих уроков. С операторами сравнения в принципе все. Давайте теперь посмотрим на логические операторы. По своей сути они во многом схожи с побитовыми операторами, которые мы проходили на прошлом уроке, но применяются уже к логическим, а не к числовым операндам. Даже сами символы операторов зачастую одни и те же. Давайте сначала все их перечислим, а потом подробнее рассмотрим. Итак, первый логический оператор – это логическое и символ у него одиночный или двойной знак амперсанта.
А второй логический оператор – это логическое или и символ одиночная или двойная вертикальная черта. Следующий оператор – это логическое не и символ здесь восклицательный знак. Ну и последний – это у нас оператор XOR. И символ у него точно такой же, как и для побитовых операторов. Это вот такая крышечка или по-английски caret. Ну и давайте попробуем, как же работает каждый из них. Начнем с логического и. Во многом он работает точно так же, как и побитовое и, но применяется к логическим, а не к числовым операндам. То есть таблица истинности, которую мы рассматривали с вами на прошлом уроке для побитового и, актуальна и для логического и. Давайте ее вспомним. Вот она. Только вместо единиц и нулей тут будет true и false соответственно. Ну и мы видим, что true и true даст нам true, а во всех остальных случаях мы получим false. Ну и давайте это проверим. Я для экономии времени уже подготовил код. Давайте раскомментируем вот эти 4 строки. И здесь я просто ввожу в консоль все возможные комбинации между нашими переменными yes и no. No и no, no и yes, yes и no, yes и yes. Здесь я использую двойной знак амперсанда. В данном случае отличий бы не было, но про возможные отличия я расскажу вам чуть позже. Итак, запускаем. И видим, что выявилось все согласно нашей таблице истинности. То есть мы получили true только в одном случае, когда обе переменные были равны true. Теперь давайте рассмотрим логическое или. Здесь все то же самое, но его таблица истинности уже будет соответствовать побитовому или. Кто не помнит или не смотрел прошлый урок, давайте на нее взглянем. И тут мы видим, что мы получаем true во всех случаях, кроме одного, когда оба операнда у нас равны false. Давайте это проверим. Я раскомментирую вот эти 4 строки. Здесь все то же самое, но мы применяем к нашим переменным логическое или. Запускаю. И видим, что у нас опять же все выявилось согласно нашей таблице истинности. False, true, true, true. То есть мы получили false только в первом случае, когда у нас обе переменные были равны false. Следующий оператор – это логическое не. Как и побитовое не, он является самым простым и просто инвертирует входящее значение. То есть не false даст нам true, а не true даст нам false. Давайте это проверим. Я раскомментирую вот эти 2 строки. Тут я просто применяю отрицание к нашим переменным yes и no. Выводим в консоль. И видим, что выявилось true и false, то есть наши значения инвертировались. Ну и последний, реже всего используемый, это логическое исключающее или. Опять же, его таблица истинности полностью совпадает с побитым исключающим или, только операнды будут логическими, а не числовыми. Давайте взглянем на его таблицу истинности. И здесь мы видим, что false мы получим, когда у нас операнды совпадают, а true мы получим, когда у нас операнды разные. Давайте это проверим. Я раскомментирую вот эти 4 строки. Запускаю. И мы видим false, true, true, false. Опять же, все согласно нашей таблице истинности. И здесь я уже использовал одиночный оператор, так как логический XOR не имеет двойного эквивалента. Ну и применяется это довольно часто, когда нам нужно проверить сразу несколько условий, а не одно. Например, давайте возьмем предыдущий пример с возрастом и добавим еще одно условие. Прежде чем разрешить голосование, будем также еще проверять наличие паспорта. Я скопирую наш код. Давайте объявим также наш флаг. Bull has passport. Пусть будет true. Ну и теперь, прежде чем допустить до голосования, нам нужно уже проверить 2 условия. То есть то, что человеку больше 18 лет, а также что у него есть паспорт. Только если оба они будут истинны, мы можем разрешить голосование. Ну и для этого мы можем применить наше логическое и. Пишем и has passport. И помним, что я присвою переменной age значение 17, то есть у нас сейчас одно условие ложное, а второе истинное. И все условия целиком у нас ложное. И то есть мы должны увидеть forbid voting. Проверяем. И да, видим forbid voting в консоли. Если же мы здесь сменим, например, на 25 наш возраст, то у нас уже оба условия будут истинны, а значит условие целиком также истинно, и мы увидим allow voting. Запускаем. И да, видим allow voting в консоли. Ну и мы можем комбинировать наши операторы в любом виде и проверять гораздо более сложные условия. Мы еще увидим это на будущих уроках. Давайте теперь я все-таки расскажу вам об отличиях между единичными и двойными символами. Это актуально только для логического и логического или. Операторы с двойным символом по-английски называются short circuit операторы, что переводится как операторы короткого замыкания. Все потому, что они работают по так называемой короткой схеме вычисления. Например, для логического и, если первый операнд равен false, то уже нет никакого смысла вычислять второй операнд, потому что при любом его значении все равно результат будет false. Для логического или ситуация обратная. Если первый операнд равен true, то нет смысла вычислять значение второго, так как все равно конечный результат будет равен true. Отсюда может стать понятно, почему не существует короткой схемы вычисления для оператора XOR. Но ответ я вам здесь говорить не буду, я оставлю вам этот вопрос для домашнего задания.
Ну и давайте посмотрим все это на примерах. У меня уже заготовлены два метода. Метод false возвращает false, а true, соответственно, true. Зачем мне именно методы? Потому что для наглядности я также вывожу здесь в консоль, что метод был вызван. Итак, давайте раскомментируем первый пример. Здесь, как мы видим, я использую одиночный операнд, то есть полную версию оператора. И сохраняю результат в переменную result и вывожу его в консоль. Запускаем. И видим false has been called, true has been called и наш результат false, что логично, так как true и false дало нам false. Но самое здесь главное, что мы видим, что оба метода были вызваны. Теперь давайте раскомментируем второй пример. Здесь все то же самое, только я уже применяю short-circuit версию оператора, то есть двойной амперсанд. Запускаем. И видим false has been called и сразу наш результат false. То есть второй метод не был вызван. Оператор видит, что значение первого операнда false, а значит, какое бы значение не имел второй операнд, конечный результат все равно будет false. И он даже не пытается его вычислять. И это логично, потому что в этом нет никакого смысла, и это позволяет не делать лишних действий и не терять производительности. Кстати, если мы поменяем вызовы местами и запишем true и false вот таким образом, то будут уже вызваны оба метода, потому что операция выполняется слева направо, а первый операнд вернет нам true, и по этому значению нельзя однозначно сказать, какой же будет результат. Давайте запустим и проверим. Запускаем и видим, что опять были вызваны оба метода. Ну и теперь давайте проделаем все то же самое для логического или. Я раскомментирую вот этот пример. Здесь я использую полную версию оператора, то есть одну вертикальную черту, запускаю. И видим, что оба метода были вызваны, и результат у нас true. Теперь я раскомментирую следующий пример. Здесь уже short-circuit версия оператора, то есть две вертикальные черты. Запускаем. И видим, что метод true был вызван, а метод false был проигнорирован. Причем результат у нас все так же true. Ну и могу вам сказать, что на практике вы почти никогда не увидите операторов, которые применяют полную схему вычисления, то есть с одним символом. За исключением каких-то очень специфических кейсов, в их использовании нет смысла, так как они негативно влияют на производительность. Более того, многие разработчики даже не знают об их существовании. Тут совет будет такой. Всегда используйте short-circuit операторы, то есть с двойным символом, если только у вас не возник какой-то специфический кейс, который действительно требует полной версии. Давайте еще тут рассмотрим приоритеты операций сравнения и логических операций. Первое, что можно сказать, что операторы сравнения в целом имеют более высокий приоритет, чем логические операции. То есть они выполняются первыми. Операторы для определения порядка, то есть меньше, больше, меньше или равно, больше или равно, имеют более высокий приоритет, чем операторы равенства и неравенства. То есть равно и не равно. Между собой, как операторы порядка, так и операторы равенства и неравенства имеют одинаковый приоритет и выполняются слева направо. Давайте на это посмотрим. У меня уже тут заготовлены примеры, я их буду раскомментировать по одному и объяснять. Давайте посмотрим на первый. Здесь у нас вот такое выражение: 2 меньше 3 равно 10 больше 6. Согласно нашим приоритетам, сначала выполняются операторы порядка слева направо, то есть 2 меньше 3 даст нам true, 10 больше 6 даст нам также true, ну и потом наш оператор равенства сравнит true и true, и в итоге у нас получится true. Проверяем. И да, видим true в консоли. Следующий пример содержит в себе уже логический оператор. Давайте его раскомментируем. Здесь вот такое выражение: 5 меньше 8 и 7 равно 7. И согласно приоритетам сначала выполняется 5 меньше 8 и дает true, потом 7 равно 7 тоже дает true, и дальше выполняется логическое и, которое объединяет в себе true, и в результате также будет true. Проверяем. И да, видим опять true в консоли. То же самое будет и для логического или. Давайте раскомментируем следующий пример. Он точно такой же, только я сменил и на или. Операторы будут выполняться в том же самом порядке, и результат будет такой же true. Но если бы мы поставили здесь скобки для явного указания приоритета вот таким образом, то никакой ошибки не было бы, а результат все так же был бы true. И иногда это даже стоит делать, потому что код так легче читается. Давайте попробуем. И вот мы видим также true в консоли, но при этом код стал немного нагляднее. Среди логических операторов наивысший приоритет имеет отрицание, то есть логическое не. Далее идет логическое и, потом XOR и последним логическое или. Давайте взглянем на примеры. Здесь у нас вот такое выражение: не true или true. Сначала выполняется отрицание и дает нам false, а потом только или. И результат у нас будет true. Давайте проверим. Вот он наш результат. А если бы был наоборот, то результат был бы false. Давайте посмотрим на следующий пример. False или true и false. Здесь сначала выполнится логическое и даст нам false, а дальше или и также даст нам false. Проверяем. Видим false в консоли. Но, тем не менее, если поставить здесь скобки вот таким образом,
то это выражение станет более наглядным. Поэтому не стесняйтесь иногда добавлять скобки для явного указания приоритетов, даже если фактически они не нужны. Ну и следующий пример. Здесь также сначала выполнится отрицание и даст нам false, потом логическое и, а потом уже или. И результат будет false. Проверяем. И видим false в консоли. Но если честно, я бы тоже тут добавил скобки. Вот таким образом. Результат не изменится, но код станет чуть более наглядным. Ну и давайте посмотрим еще на пару специфических примеров. На практике вы такой вряд ли увидите, но предупрежден, значит вооружен. Первый это true, XOR, false и false. И как думаете, чему же это будет равно? Я вам говорил, что логическое и имеет приоритет над XOR. А значит, сначала должно выполниться false и даст нам false, а потом уже XOR, который должен дать нам true. Давайте запустим и проверим. И мы видим false. Но почему? Может, я вас обманул? На самом деле нет. Просто полная версия операторов имеет приоритет над short-circuit операторами. Смотрите, если мы заменим здесь на одинарный знак амперсанда, то мы увидим наш ожидаемый true. Теперь все верно. Но так как операция XOR вообще не имеет short-circuit версии, то наше изначальное выражение оценивается вот таким образом. И если нам нужно, чтобы все-таки логическое и выполнилось первым, то нам уже здесь придется поставить скобки для явного указания приоритетов. Запускаем. И теперь видим наш true. Все верно. И из-за таких нюансов мы можем получать совсем неожиданные результаты. Давайте взглянем на последний пример. Казалось бы, здесь все очевидно. Сначала выполнится логическое и даст нам false, а потом логическое или и даст нам true. Но все по той же причине, если мы запустим, мы увидим false. Вот он. Это потому, что мы использовали полную версию оператора или. И она имеет приоритет над укороченными версиями. И здесь нам либо нужно указывать скобки явно, либо также использовать укороченную версию оператора или. Но пугаться таких вещей не стоит. Как я уже говорил ранее, вы почти никогда не увидите на практике применение полных логических операторов. Это просто нецелесообразно с точки зрения производительности. Такая ситуация скорее может возникнуть по ошибке, где вы случайно вместо двойного или использовали одинарное. Логический XOR на практике тоже используется редко, а значит таких ситуаций не будет. В реальности в 99% случаев используются три оператора для комбинирования ваших логических выражений. Это и с коротким замыканием, или с коротким замыканием, и не. Ну и плюс вы всегда можете указать явно приоритеты скобками. В принципе, это все, что я хотел рассказать на данном уроке. Домашнее задание вы, как всегда, сможете найти в соответствующем репозитории на GitHub, ссылка будет в описании. На следующем уроке мы с вами подробно разберем тип char. Если вам понравился урок, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Напоминаю, что доступ к коду уроков, к ответам на домашние задания, а также к телеграм-каналу, где вы можете задавать вопросы, можно получить по подписке на Boosty. Ссылка будет также в описании. А у меня на этом все. Всем пока и жду вас на следующем уроке.